Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как правильно выбрать самый лучший сухой корм для своего животного, если нет возможности кормить натуральными кормами. Очень многие люди понимают, что сухие корма уступают натуральному кормлению, но в силу разных причин иногда просто нет другого выхода, как перейти на сухое кормление. В таких случаях всегда возникают издержки перехода с натурального кормления на сухой корм. Особенно их усугубляет неправильный выбор сухого корма. Поэтому всегда в такой ситуации перед владельцем животного стоит самый главный вопрос: а какой же корм выбрать? Без определенных знаний и практического опыта очень сложно разобраться в этом вопросе. Если зайдете в зоомагазин, то вас сразу же окружает множество красочных буклетов и прочей рекламы, призывающие взять именно этот корм. Да что там в магазине, уже на дальних подступах к зоомагазину вы увидите такие навязчивые рекламные стенды. И что делать в такой ситуации? Как сделать правильный выбор? Существуют ли какие-то универсальные алгоритмы правильного выбора сухого корма? В принципе, да. Попробую это объяснить, не называя при этом марок кормов, которые мне нравятся, чтобы меня никто не упрекнул в рекламе. И также не буду называть марок кормов, которые мне наоборот не очень нравятся, чтобы не упрекнули в антирекламе. Тем более, что в одном регионе могут быть одни корма, а в другом другие. Да и время сейчас такое динамичное, что постоянно появляются какие-то новинки. И если сегодня одна ситуация, то завтра на рынок может выйти абсолютно новая марка, которая в данном обзоре не будет упомянута. Но больше всего соответствующая потребностям именно вашей собаки или кошки. И такое может быть. Главное, надо знать принципы выбора кормов. Итак, кратко о кормах. Все знают, что изначально сухие корма были побочным продуктом мясной промышленности. То есть после забоя и разделывания туш животных оставались огромное количество всяких хрящей, сухожилий, шерсти, перьев, которые при существующих тогда технологиях нельзя было использовать при изготовлении каких-то продуктов для людей. Хотя, конечно, и жалко это было выбрасывать. Вот и возникла идея готовить из них сухие корма для животных. Самым первым видом корма можно назвать мясокостную муку. Время шло, технологии совершенствовались, конкуренция росла. И в корм начали добавлять уже натуральные ингредиенты: мясо, рыбу, крупы, различные минеральные добавки. И если первые корма можно отнести к кормам эконом-класса, то потом с увеличением количества натуральных компонентов и витаминно-минеральных добавок в корме появились корма премиум-класса, супер-премиум-класса, и так далее. Но, увы, по большому счету, эта классификация является собой больше маркетинговый подход, чем какую-то объективную оценку качества кормов. Ведь как такового жесткого стандарта на корм для животных нет, а есть только набор слов, ласкающих ваше ухо. И каждый производитель этот стандарт видит по-своему. Ведь сбалансировать корм, например, по белкам, можно не только натуральным мясом, а можно сделать это и при помощи гидролизированного белка, полученного из перьев птицы или шерсти животных. Современные технологии позволяют это успешно делать. Они будут значительно дешевле, чем если бы это было сделано из натуральных продуктов. И теоретически они даже будут соответствовать всем необходимым показателям. Следует отметить, что в подавляющем большинстве, в очень многих кормах, даже с самого высокого сегмента, содержатся какие-то ненатуральные компоненты. Их наличие – это проявление, в первую очередь, конкурентной борьбы производителей за снижение цены корма. Вы же не забывайте, что максимальную прибыль при продаже кормов можно получить только тогда, когда у тебя самые низкие затраты на производство. И если оборудование и производительность у всех игроков рынка более-менее одинаковые, то остается один способ уменьшения издержек – это удешевить стоимость сырья. А это можно сделать только в том случае, если при помощи современных технологий перерабатывать какое-то дешевое сырье и доводить его до усвояемых организмом животного кондиций. Ведь современные технологии теперь позволяют превращать несъедобные в обычных условиях отходы, такие как перо, рога, копыта, в съедобные. Раньше, еще лет 30 назад, все это просто утилизировалось. И очень часто возле мясокомбинатов можно было увидеть горы такого зловонного сырья, хлама.
то сейчас уже ничего не лежит. Все идет в переработку. И не обязательно все это пускают для изготовления кормов для животных. Также делают и всякие дешевые сосиски для людей. И получается такая картина, что с одной стороны производитель, зная физиологические потребности собак, балансирует рацион по всем необходимым компонентам. Но с другой стороны наличие множества дешевых ненатуральных компонентов в корме увеличивает риск возникновения обменных заболеваний и аллергий. Я не скажу, что если вы будете давать своей собаке такие корма, то у него сразу же возникнут какие-то проблемы со здоровьем. Точно так же, как и у людей, которые едят вот такие ненатуральные сосиски. Все выстрелит потом, всему свое время. Это зависит от многих факторов. И от породы, и от генетики, и от индивидуальных особенностей животного. У какого-то животного проблемы могут возникнуть буквально сразу. А иногда на формирование проблемы могут уйти и годы. Все индивидуально. Причем хочу обратить ваше внимание на то, что болезни, которые очень долго возникают, потом, как правило, точно так же долго и лечатся. Причем процесс лечения не всегда успешен, так как изменения становятся необратимыми. Производители мне возразят, что, мол, мы тестируем свой корм на безопасность, на аллергенность, у нас очень мощная доказательная научная база. Да, это правда. Производитель действительно тестирует корма. Но сколько лет проходят такие тестирования? Год, два, три? А собака-то живет значительно дольше. Вот и получается, что проходят годы, и у собаки потом появляются различные болезни, вызванные нарушением обмена веществ, которые проявляются заболеванием различных органов и систем и аллергией. А точно установить, чем эти проявления вызваны, очень сложно, долго, трудоемко и очень затратно. Для владельца животного понятно. Более того, это бывает иногда настолько сложно, что не всегда и удается докопаться к истине. В таких случаях просто проводится симптоматическая терапия. То есть, например, если есть аллергия, то устраняется зуд, дерматит, а не истинные причины возникновения этой аллергии. А это очень нехорошо. Исследования по кормам проходят по заказу фирмы-производителя кормов. Вы же понимаете, что никто вот просто так ни с того ни с сего не возьмет корм и не будет его исследовать. Для проведения исследований нужны деньги. А тот, кто платит, то понятно, что он и заказывает музыку. Поэтому я как бы и доверяю таким исследованиям. Но червь сомнения все-таки есть. Поэтому нельзя воспринимать на веру все, о чем говорят представители фирм-производителей. Надо максимально все перепроверять. Читать этикетки с составом корма, посещать семинары фирм-производителей, задавать вопросы. И если представители фирм будут уходить от вопросов и ссылаться на то, что есть ноу-хау фирмы, то дальше вы уже выводы делаете сами. Иметь вам дело с этой фирмой или нет. Итак, резюмируем. А то многие зрители мне сейчас закинут, что доктор, очень много слов, а где же рекомендации? А рекомендации достаточно простые. Исходя из личного опыта и практики, скажу, что лучше всего себя зарекомендовали корма, которые в своем составе содержат максимум натуральных ингредиентов. То есть идеальный сухой корм – это корм, приготовленный из натуральных продуктов, различных видов мяса, рыбы, овощей, круп и минимально технологически обработан с целью их консервации, чтобы в дальнейшем эти корма можно было хранить длительное время. Также должны быть данные исследований на их безопасность, сбалансированность и аллергенность. При выборе корма для своего животного не ленитесь и сами читайте, а что же входит в состав корма. Спрашивать продавца зоомагазина, какой корм лучше, тоже можно, но помните, что он вам посоветует то, за продвижение каких кормов в данный момент он получает деньги и бонусы. Поэтому его мнение зачастую будет необъективным. Еще раз подчеркиваю, что если хотите выбрать лучшее, то во всех нюансах убеждайтесь лично сами. Очень желательно также получить отзывы о выбранном вами сухом корме от владельцев такой же породы, как у вас. Выбор корма – это как выбор лекарства. Всегда приходится балансировать между эффективностью лекарства и наличием в нем побочных эффектов. Всегда приходится выбирать оптимальный вариант. Увы, каждая медаль имеет две стороны. Вот точно так же и с кормом. И последнее. В любом случае все корма надо индивидуально тестировать для своего животного. То есть
собрали всю информацию, все отзывы о корме, выбрали его, но это еще не стопроцентная гарантия, что корм подойдет именно вашему животному. Есть еще и индивидуальные особенности. Обязательно протестируйте корм на своем животном. Если вы все это сможете сделать, то тогда даже кормление сушкой по своей эффективности будет максимально приближаться к натуральному кормлению. В вопросе кормления животных сухими кормами есть еще много интересных нюансов, которые надо знать, и мы обязательно их рассмотрим в наших следующих выпусках. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!